Большое спасибо донатерам, которые поддерживают мой канал. Когда Масачика проходит по коридорам, его пугает Аяна, появившаяся из ниоткуда. Она извиняется за то, что напугала его, и просит побыть наедине. Он считает, что она как ниндзя всегда удивляет его. Когда они находят укромное местечко, Аяна рассказывает, что знает о его плане баллотироваться вместе с Алисой, и спрашивает, правда ли это. Когда он подтверждает, она сообщает ему, что его дедушка недоволен его решением, особенно потому, что это означает противостояние с мисс Юки. Это расстраивает Масаичку, ведь дедушка говорил, что если он уйдет, то они станут чужими. Теперь, похоже, он хочет вести себя так, будто они по-прежнему семья, и это злит Масачику. Аяна спрашивает, не ошиблась ли она, доверившись Масачике. Он объясняет, что баллотировался не для того, чтобы противостоять Юки, но это досадный побочный эффект. Однако Аяна отмечает, что противостояние неизбежно. Аяна спрашивает, не потому ли, что у него есть чувство к Алисе, но он отрицает это. Он также просит Аяна передать дедушке, что если у него возникнут проблемы, то он должен сказать ему об этом в лицо. Удивленная Аяна соглашается. Позже в классе Масачику спрашивают о его предпочтениях в журнале о бикини. Перед тем, как продолжить, хочу сказать, что вы можете поддержать мое творчество донатом. Все, кто задонатит любую сумму, будут появляться в начале каждого видео. Ссылку на донат можно найти в описании. Заранее спасибо. После обсуждения он замечает Алису рядом с ним и держащую журнал в руках. Она называет его по-русски мусором, что сильно ранит его. Затем он говорит, что ему нужна девушка с милой улыбкой. Его друзья соглашаются, говоря, что люди с холодным взглядом отдаляют. Тем временем Алиса заметно страдает. Аяна навещает Юки. Юки спрашивает, довольна ли она, и Аяна подтверждает, что довольна, ведь Масачика по-прежнему тот, кого она боготворит. Она сообщает Юки, что он попросил ее передать их дедушке, что если у него есть проблемы, то он должен сказать это ему в лицо. Удивленная Юки понимает, что брат настроен серьезно. В студенческом совете девушки играют в карты. Тем временем Чисаки высказывает свои мысли об Алисе и Маше, и Аяна пугает ее своим внезапным появлением. Киндзаки замечает, что Аяна двигается необычно, и Масачика объясняет, что это потому, что ее бабушка и дедушка служат семье Юки. Аяна подтверждает это, говоря, что ее бабушка настояла на этом. Это вызывает воспоминания о ее тяжелых тренировках. Тем временем к столу подходит Маша, потому что Алиса не захотела слушать ее советы. Атмосфера между Юки и Алисой становится напряженной, но Масачика уверяет Киндзаки, что Алисе все нравится. Когда напитки заканчиваются, Маша идет купить еще и просит Масачику присоединиться к ней. В коридоре Маша благодарит его за то, что он согласился баллотироваться с Алисой, и говорит, что уверена, что это сделало ее счастливой. Он спрашивает, намеренно ли она скрывает более ответственную сторону, и Маша объясняет, что не хочет конкурировать с Алисой. Она восхищается тем, как усердно Алиса работает, и хочет поддержать ее. Она считает, что отношения между сложные, и в них часто присутствует конкуренция. Масачика соглашается, чувствуя, что уступает Юки из-за того, как открыто она показывает свою любовь и восхищение. Он говорит Маше, что она хорошая старшая сестра, что она признает, но просит его не говорить Алисе. Она также замечает, что Масачика скрывает свою ответственную сторону, что удивляет его. Маша взъерошивает ему волосы и подбадривает его, чем ставит в неловкое положение. Позже кто-то позвал Алису. Это Саяка Таниема, и она прямо спрашивает, действительно ли Алиса будет баллотироваться с Масачикой. Когда Алиса подтверждает это, Саяка обвиняет ее в подлости и спрашивает, не стыдно ли ей за то, что она украла партнера Юки. Саяка предполагает, что Алиса использовала хитрость, чтобы заполучить его в партнеры. Алиса отрицает это, но прежде чем спор обостряется, Масачика замечает это и бросается к ним. Он проясняет недоразумение и говорит Саяке, что сам решил быть с Алисой. Саяка не верит в это и бросает вызов на выборах в студенческий совет. Алиса защищается, напоминая Саяке, что Масачика баллотируется вместе с ней, поэтому если она хочет победить его, ей придется столкнуться и с ней. Масачика и Алиса обсуждают с Киндзаки предстоящие дебаты на школьном конгрессе, посвященные тому, следует ли разрешить доступ учителей в совет. Масачика, зная о своей дурной репутации среди учителей, понимает, что все внимание будет направлено на него. Киндзаки сомневается, стоит ли участвовать в дебатах, но Алиса утверждает, что победа придаст легитимность их кандидатуре. Масачика соглашается, видя в этом возможность заявить о себе перед церемонией закрытия. Позже он и Алиса разрабатывают стратегию. Он делится своими соображениями о сопернике, а Алиса представляет свои контрмеры.
Масачика одобряет их, но предлагает быть краткими. Алиса спрашивает о прошлых отношениях Масачики с Саякой. Он говорит, что когда-то у них было взаимное уважение, но теперь Саяка, вероятно, считает, что он создает проблемы. Наступает день дебатов. Нана, Миим и партнер Саяки по дебатам подходит к Масачике и предупреждает, что не будет участвовать в дебатах, что приводит их в недоумение. Масачика советует Алисе сосредоточиться на Саяке во время дебатов. Когда Алиса выходит на сцену, ошеломленная толпой, она вспоминает, как ее проигнорировали в прошлый раз. Она чувствует огромное давление. Масачика, чувствуя это, отвлекает ее странным вопросом о размере ее груди. Он советует ей сосредоточиться на том, что она чувствует, а не стремится к совершенству, и заверяет, что если будет трудно, он вмешается. Кинзаки объявляет тему дебатов: нужно ли вводить проверку учителей для должностей в Совете. Саяка утверждает, что нынешняя система, позволяющая любому желающему баллотироваться в лидеры, привела к тому, что на должность приходят неквалифицированные люди. Она приводит данные в поддержку своей версии, утверждая, что членов Совета должны рекомендовать учителя. Алиса возражает, утверждая, что это предложение подорвет авторитет президента и вице-президента, которые избираются учениками. Она утверждает, что передача преподавателям контроля над назначениями поставит под угрозу автономию студентов, и сомневается, что совет, возглавляемый преподавателями, сможет действительно представлять интересы студентов. Ее речь вызывает умеренные аплодисменты, но мнения в зале по-прежнему расходятся. Дебаты обостряются. Саяка вновь заявляет о своей обеспокоенности низкой успеваемостью при существующей системе. Алиса требует доказательств реальных проблем. Саяка меняет тактику и спрашивает, что будет, если президент и вице-президент злоупотребят своей властью. Этот вопрос вызывает сомнения у студентов, и они начинают склоняться в сторону Саяки. По мере того, как давление нарастает, Алиса начинает сдавать. Заметив ее расстройство, Масачика вмешивается, успокаивает ее и берет спор на себя. Он напоминает аудитории, что они доверили Кинзаки не успевающему ученику возглавить совет, и это доказывает, что существующая система работает. Он утверждает, что последнее слово в назначении членов совета должно оставаться за учениками, а не за учителями. Кинзаки переходит к заключительным словам, спрашивая, доволен ли Саяка тем, как все сложилось. Вместо ответа Саяка убегает, и Алиса следует за ней. Нана, союзник Саяки, отзывает предложение, и Кинзаки закрывает дебаты. Позже Алиса догоняет Саяку, которая со слезами на глазах признается, что, увидев Масачику с Алисой, она почувствовала себя преданной, так как считала, что он и Юки особенные. Алиса призывает ее поделиться своими чувствами, но Саяка настаивает, что у нее нет на это права. Нана приходит извиниться и обещает позаботиться о Саяке, посоветовав ей извиниться перед Масачикой и Алисой, когда она будет готова. Алиса заверяет Саяки, что она намерена доказать, что Масачика сделал правильный выбор, выбрав ее. Тем временем Юки наблюдает за дебатами, критикуя Масачику за то, что он не закончил их быстро, а она хвалит их, но Юки остается скептиком. После дебатов Алиса спрашивает Масачику, почему он выбрал ее, а не Юки. Он объясняет, что изначально он был с Юки из чувства вины, однако в этот раз он выбрал Алису, потому что искренне этого хотел, а не из чувства долга. Она шепотом объясняет свои причины по-русски, оставляя его в недоумении. Когда они выходят из здания, Алиса спрашивает Масачику по поводу его предыдущего комментария о размере ее груди, что приводит его в замешательство и сбивает с толку ее игривым ответом о том, что он почти угадал. Почти правильно. В следующей сцене Юки разговаривает со своим дедушкой, главой семьи, о школьных дебатах. Он знает, что в нем участвовали Масачика и что Саяка баллотировалась против Юки на выборах в ученический совет в средней школе. Хотя Саяка отказался от участия в дебатах, он подчеркивает, что Юки не может позволить себе проиграть, независимо от того, кто ее соперник. Мать Юки с сожалением спрашивает, в хороших ли отношениях Юки с братом, и Юки подтверждает это. Юки возвращается в свою комнату, где просит Аяна обнять ее. В классе одноклассники Юки спрашивают Масачику о его роли в школьном конгрессе. Хотя внимание переключается на Алису, она не выглядит слишком счастливой, и Масачика вмешивается, направляя разговор в нужное русло. Однако, когда они начинают плохо говорить о Саяке, Алиса выходит из комнаты расстроенная. Масачика следует за ней и уверяет ее, что их победа была справедливой. Алиса признается, что чувствует себя неловко из-за того, как все закончилось. Алиса, почувствовав себя лучше, выражает желание помочь Саяке, и он соглашается помочь ей. Масачика замечает движение и обнаруживает, что Кинзаки и Чисаки прячутся за столом.
Он спрашивает, почему они прячутся, и они говорят слабое оправдание и поспешно уходят. Позже Масачика разговаривает с Наноа наедине в пустом классе. Затем он спрашивает, не может ли она помочь остановить слухи об уходе Саяки. Она соглашается разобраться в ситуации, так как Саяка ей тоже не безразлична. После этого Масачика призывает Аяна и Юки, которые прятались, но когда появляется Алиса, она неверно истолковывает ситуацию и сердито уходит. Он следует за Алисой и спрашивает, не хочет ли она позаниматься вместе, и они договариваются встретиться в комнате студенческого совета. Проходит время, и Маша приходит с чаем, заметив книгу о гипнозе. Она настаивает на том, чтобы ее загипнотизировали, и Масачика соглашается. К всеобщему удивлению, Маша погружается в глубокий сон. Позже они пробуют загипнотизировать Алису, и она тоже погружается в глубокий сон. Находясь под гипнозом, Маша и Алиса демонстрируют странное поведение, забавляя группу, пока не приходит Чисаки и не сбрасывает гипноз, пробуждая их. В следующей сцене Алиса и Маша медленно просыпаются дезориентированные. Юки предлагает объяснить, что произошло, но сначала предлагает им одеться. Затем Чисаки подходит к Масачике и предлагает сбросить его память, так как он видел слишком много. Он, испугавшись, закрывает глаза и отказывается. Надеюсь, вам понравилось данное видео. Если да, то подпишитесь и поставьте лайк, чтобы поддержать мой канал.